Привет! Сегодня смотрим на флагманы от Puma, а именно моделька Nitro Voyage. Voyage в переводе с французского означает путешествие. Эта моделька разработана для трейла, для пробежек, для ходьбы по разной местности, где плохое сцепление, где плохая проходимость, скажем так. Но стоит учесть, что конкретно моделька, которая на видео и похожая, которые продаются в наших странах СНГ, они не имеют защиты от воды. То есть нет той же технологии Purtex, Gore-Tex. Но если же посмотреть на иностранные сайты, то там мы можем убедиться, что такие модельки есть. И стоят они там около $150 без налога, я так понимаю. Коллекция осень-зима 2021 года. Сделаны они во Вьетнаме. Есть несколько вариантов цветов, как у нас на видео черные, есть еще зеленые. Есть красные в женских моделях. На момент записи видео это одни из самых дорогих кроссовок у Puma, не только для трейла, но и в целом и для бега. Серия Nitro, она в целом стоит немалых денег, так как это самая новая, самая технологичная. Ну и плюс это вот что-то новенькое, в том плане, что сделан акцент на трейл более усиленно, за счет чего здесь ценник стартует достаточно высокий. При этом они не сильно будут практичны, потому что все-таки подходят только на сухую погоду, и это вот самый главный минус. В фасоне узнаются черты Puma в дизайне. Я бы мог сразу, мне кажется, отличить даже без надписи и предположить, что это именно кроссовки от этого бренда. Также для него характерно то, что они более заостренные идут, скажем так, воротник вверху цельный для лучшей фиксации, хотя для некоторых людей это будет минус, у них более тяжело залазить. Но в то же время в данном случае оно хорошо тянется, и я не думаю, что с этим могут быть какие-либо проблемы. По составу верха идет полиуретан, это вот сверху покрытие своеобразной сетки. И также текстиль, как указывается, на 68% здесь составляет. Это вот что-то между обычной тканью и рипстопом. То есть по виду, за счет того, что она идет здесь как бы такими квадратиками, но по факту это обычная ткань, которая, может быть, легкий дождик выдержит, а более сильный нет. Спасать будет полиуретановое нанесение прорезиненное. Также здесь резина используется в носке, по бокам, типа вставочки, то есть все это дело здесь очень так ярко выражено. И имеется комбинация различных материалов, как и для любых, собственно говоря, современных кроссовок. Кроме ярких различных вставок, мы можем здесь увидеть рефлектив, который нанесен на петлю спереди. Форм-стрип, скорее всего, будет тоже хорошо отсвечивать. Также шнурки продеваются по прорезиненные элементы. Это добавит, скажем так, более прочности конструкции, чтобы не подрывать при сильной шнуровке. OptiFit система, это технология от Puma, достаточно новая, ей примерно год плюс-минус, до этого была подобная технология EverFit. По сути, это как петли, которые идут как каркас по бокам верха и доходят до самой подошвы. И при шнуровке они позволяют более сильно затянуть в средней части и фиксировать без особого послабления. В теории это работает, на практике я не сильно вижу разницы между обычной шнуровкой какой-то добротной, но раз она есть, это уже хорошо. Взглянув на внутреннюю часть, мы можем увидеть стельку. Она здесь из какой-то такой резины или геля, достаточно тонкая, и выполняет лишь роль прослойки между основной стелькой и вашей ногой. Амортизации она в себе не несет, поэтому, в принципе, она тут не особо-то и нужна, если так-то взять. Run аббревиатура нанесена. Основная стелька выполнена с очень плотного такого текстиля. Он не характерен для остальных обычных кроссовок от Puma. Но я не думаю, что имеется какая-то вообще разница между ними, так как главное, что оно прошито и проклеено достаточно качественно. Тогда что там, уже не важно. Размер 42, 27 см по стопе. Они полномерные, соответствуют длине, которая указана. Внутри мы можем увидеть такую как бы атласную скользкую ткань, которая наполнена средненько, и идет хорошая глубина в пятке в заднике, и от средней части до носка идет уже текстиль. Опять же таки, не просто какой-то там катоновый, а именно хорошо так нашит, достаточно плотно. И по сути мы получаем здесь как бы практически три слоя. Это внутренний, наружный текстиль и полиуретан, покрытый сверху. За счет чего как бы они вентилируются уже ниже среднего, но вентиляция все равно есть, стоит отметить. Переходим к самому интересному. Это подошва. Здесь используется технология Nitro. Это по сути тот же вид Эвы, в который впрыскивается азот, за счет чего она увеличивается в размерах. Она достаточно легкая, при этом имеет хорошее свойство по амортизации и возврату энергии. Но ее здесь немного, она лишь идет вставочками. Остальную же часть, как указывается, 68%,
составляет здесь также Profoam пена. Это по сути разновидность Evo, которая тоже достаточно мягкая, немного тяжелее, чем Profoam Light. Profoam Light там тоже это разновидность той же пены, но она более легкая. Вот мы можем увидеть небольшие заломики, которые остаются на этой пене за счет того, что она достаточно мягкая. И, если не ошибаюсь, 32% это терморезина Puma Grip. Puma Grip это очень износостойкая резина, которая очень цепкая на различных поверхностях. Но стоит отметить, что на этой плитке конкретно вот сначала имеется буквально 2-3 мм проскальзывания, после чего они как бы фиксируются и хватаются хорошо уже за плитку. И здесь напрашивается вопрос, почему нельзя было сделать полностью пену нитро по всей площади. Здесь же они скомбинировали, поэтому если сравнивать с модельками Deviate, которые у меня есть, и этой серией, то в целом Deviate гораздо мягче. То есть Profoam пена, она проигрывает в любом случае. Но здесь стоит понимать, что возможно еще дело в том, что если вы будете бегать по каким-то зыбким, грязным, каким-то в общем грязевым поверхностям, то амортизация сильная вам-то по сути не нужна, вам нужна наоборот более жесткая. И я думаю, с этим тоже может быть связано, дабы не получить травму, не подвихнуть ногу и подобное. В целом особенность этой именно линейки в том, что до этого ничего подобного практически не было. Это вот отдельный виток, который пошел для, скажем так, специфических каких-то пробежек, и Puma наконец-то делает на этом акцент. До этого была модель Trail Fox, но она совершенно, скажем так, не дотягивала до уровня этих кроссовок. Там пена была просто жесткая, допустим, верх был из рипстоп, без каких-то тоже водоотталкивающих свойств, но при этом они как бы не особо дышали, и бегать в них было, откровенно говоря, почти нереально. Стоит отметить, что именно в черном цвете они все-таки сверху, по крайней мере точно, кажутся немножко такими расплюснутыми и острыми. Здесь лично субъективное мое мнение, мне больше нравятся более округлые формы, чем вот такого плана цугообразные, будем их так называть по моделькам. Поэтому мне они как бы нравятся, и в то же время есть сомнения в дизайне. Это все такое вкусовщина. Черный цвет достаточно простенький, а зеленый уже слишком яркий. Тем более, если вы будете бегать по какой-то, образно говоря, непогоде, то, соответственно, зеленым вообще придет беда достаточно быстро, их придется стирать. Тут практичный цвет с красными элементами, достаточно так спортивно выглядит. Вот так отрабатывает пена, видно, как она работает, особенно нитро. Чувствуется достаточно хорошо амортизация, но если сравнивать с теми же девиейтами, проигрывают гораздо сильнее. Можем увидеть носочек, на мой взгляд, сделано не очень так аккуратно. Бывали модельки, в которых и получше все это дело выглядит. Немножечко видно клей, и плюс вот носки меня не смущают. Также в целом достаточно хорошие кроссовки, просто высоковатый прайс. И Puma только внедряется, я думаю, она будет заниматься этим направлением, будет улучшать характеристики этой модели, добавлять какие-то новые фишки. Я надеюсь, они не забросят эту серию. Но жаль, что все-таки к нам не доехали модельки с Gore-Tex. Чтобы точно быть уверенным, возможно, даже взял бы себе их в зиму не холодную, чтобы можно было ходить в непогоду. Но этот вариант, понятно, он совсем тоненький и промокает. По моему мнению, эта модель должна быть достаточно ноской, так как здесь идет комбинация различных материалов, современных, достаточно прочных, используется их многослойность. Клей должен быть достаточно качественный, как обычно, на высоте, поэтому промокание, стирка им не должны быть страшны в целом. Поэтому прослужат они достаточно долго, я надеюсь, и все же окупят свою стоимость. Вот такой вот получился обзорчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.